Всем привет! Начинаю рассказ о своем путешествии по Северному Кавказу. Проехав Кисловодск, мы направились к местечку Медовые водопады. Они расположены на территории села Красный Курган. Сюда можно добраться пешком или на своем автомобиле. Кроме того, сюда постоянно организуют экскурсионные туры. Если вы захотите его посетить, у вас это не составит большой сложности. Медовые водопады — это 3 потока воды. Главный медовый падает с высоты 18 метров, другие ростом чуть поменьше. Эти водопады называются медовыми, потому что 100 лет назад в расщелинах скал жили дикие пчелы. Летом соты под натиском воды размывались, и по скалам стекали струи меда. Вода становилась сладкая, а люди, купавшиеся в ней, липкими. Сегодня пчел нет, не выдержали они суровых зим, а водопады сохранили свое название и продолжают принимать тысячи туристов, которые отдыхают в Кисловодске и Карачаево-Черкесии. Вообще, это очень удобное место, чтобы передохнуть в дороге, подкрепиться с видами на прекрасные горы, водопад и с хорошей кухней. Собственно, мы так и сделали, так как впереди еще была долгая дорога. Следующая точка нашего путешествия есть уже плато Бермамыт. Жалко, не попала в кадр, но за окном постоянно мелькали белые проплешины снега, который выпал здесь недавно и не успел растаять, так как высота здесь уже где-то 1500 метров. Вот так это выглядело из окна автомобиля. Достаточно сюрреалистично, конечно. И вот где-то через 2 часа пути мы подъехали к краю плато. Бермамыт — это одно из наиболее удивительных и прекрасных творений природы Северного Кавказа. Здесь очень хорошо наблюдать рассветы, закаты. Плато открыто ветрам и является зеркалом и творцом погоды во всех городах Кавказских минеральных вод. Недаром в советское время здесь функционировала метеостанция. Сейчас она закрыта, разрушена. Бермамыт расположен к юго-западу от Кисловодска примерно в 40 километрах. Наиболее посещаемым является Большой Бермамыт, высота которого составляет 2600 метров над уровнем моря. Малый Бермамыт расположен южнее и имеет высоту 2640 метров. Несмотря на видимое противоречие, ничего удивительного в таких названиях нет. Малый Бермамыт занимает значительно меньшую площадь, поэтому и получил такое название. Бермамыт — одно из тех мест, где Эльбрус виден лучше всего. Обзор не закрыт абсолютно ничем, то есть никакими горными грядами. Однако мы его не увидели из-за плотной пелены облаков. Также в этом месте очень легко попасть в такие погодные условия, когда облака будут буквально под ногами закрывать ущелье, которое внизу. К сожалению, этого мы тоже не увидели, но я вам покажу это на ролике чуть дальше. В любом случае, эти просторы, эти виды лично я видел первый раз и, не знаю, больше нигде такого не наблюдал. Вот, собственно, закат на плато Бермамыт при текущих погодных условиях. Тут очень эффектная панорама в любое время года. Многие приезжают сюда с палатками и ночуют прямо на краю этого плато.
Вот так могла выглядеть панорама с плато при определенных погодных условиях. Посмотрите, облака заполняют все ущелье, всю низину, и мы находимся как будто бы над облаками. Кстати, Эльбрус очень хорошо виден. Сейчас будет приближение. Вот он в шапке облаков, не закрыт никакими горами. Прекрасно виден. Итак, солнце почти село окончательно, но прекрасные виды с плато еще не закончились, и мы разожгли костер для того, чтобы немного согреться, так как ветер стоял просто сумасшедший, и к краю плато практически опасно было подходить. Но красивые виды и костер задержали нас еще здесь на некоторое время, а дальше мы отправились отсюда в Нальчик. И я вам в следующих роликах расскажу продолжение северокавказского приключения.